Всем привет! Это третья часть, и мы с вами продолжаем вязать салфетку крючком. Вот на чем мы остановились. Провязав 2 ряда, мы научились вязать дополнительные заполненные клетки в начале и в конце ряда. Итак, вернемся к схеме. Вот мы провязали ряд и сейчас находимся здесь. В новом ряду нам также нужно будет провязать заполненные клетки в начале и в конце ряда дополнительные заполненные клетки. Начинаем мы отсюда и провязываем, посмотрите, очень много пустых клеток. Но потом нас ждут 3 заполненные клетки, и здесь очень важно их расположить правильно, поскольку именно с этих клеточек у нас пойдет весь рисунок. Поэтому мы провязываем одну заполненную клетку, и далее нужно точно просчитать и провязать необходимое количество. Я это сделала за вас, я пересчитала все пустые клеточки. С правой стороны у нас 23 пустых клетки. Затем после этих клеточек идут 3 заполненных клетки. И далее 13 пустых клеток. И 1 дополнительная заполненная клетка. Вот и все, что нас ждет. Давайте приступаем уже к вязанию. Итак, в начале ряда нам нужно сделать дополнительную заполненную клетку. Для этого делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Теперь от крайнего столбика отсчитываем вторую 1, 2, вторую воздушную петлю и, начиная с нее, провязываем по одному столбику с одним накидом в каждую петлю. Столбик с одним накидом провязываем во вторую петельку, накид, и теперь столбик с одним накидом провязываем в одну оставшуюся петельку. Теперь еще один столбик с одним накидом провязываем вершинку столбика с накидом предыдущего ряда. Все. У нас готова заполненная клетка. Далее вяжем 23 пустых клетки. Вначале делаем 2 воздушные петли, накид, заводим крючок, вершинку крайнего столбика с накидом и провязываем 1 столбик с одним накидом. Так. Вязание выровняется в дальнейшем, поэтому если где-то сейчас что-то не так, не обращайте внимания. Делаем 2 воздушные петли, накид и столбик с одним накидом. Над каждой пустой клеточкой провязываем по одной пустой клетке. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. И так вяжем далее. Поглядите, что у нас получается. Всего, как я уже сказала, нам нужно провязать 23 пустых клетки. Обязательно пересчитайте, чтобы ничего не напутать. Когда мы провяжем 23 пустых клеточки, вот как это выглядит, будем вязать 3 заполненные клетки. Обратите внимание, что сейчас узелок у нас находится слева, там же, где и снежинка на схеме. Значит, сейчас наше вязание совпадает со схемой. Вяжем заполненную клетку. Под каждой воздушной петелькой провязываем по одному столбику с одним накидом. Прям вот это соблюсти надо. Под воздушной петелькой 1 столбик с накидом. Дальше накид, находим вторую воздушную петельку и под ней провязываем 2 столбик с накидом. Далее вершинку столбика с накидом предыдущего ряда провязываем еще 1 столбик с накидом. Видите, как аккуратно у нас получается. Вяжем далее накид, столбик с накидом под одной воздушной петелькой, столбик с накидом под второй воздушной петелькой и столбик с накидом в вершинке столбика с накидом предыдущего ряда. 2 заполненные клетки у нас готовы. 3-я заполненная клетка. Столбик с накидом,
столбик с накидом и еще один столбик с накидом. Вот. Очень важно вязать именно под воздушными петельками, тогда у нас вязание получается ровное и столбики не стянуты. Довязываем далее 13 пустых клеток, как я уже здесь довязала, и сбоку провязываем заполненную клетку. 2 накида на крючок, заводим крючок в третью воздушную петлю подъема и провязываем столбик с 2 накидами. Снова 2 накида на крючок, заводим крючок в боковую петельку, в нижнюю боковую петельку столбика с 2 накидом и провязываем столбик с 2 накидами. И третий раз так провязываем столбик с 2 накидами, при этом крючок заводим, посмотрите, в нижнюю боковую петельку, как я показывала во второй части, очень медленно. Если вы где-то что-то пропустили или забыли, вернитесь и во второй части вместе со мной провяжите. Ну все, этот ряд у нас готов. Я надеюсь, что у вас все получилось, и сейчас мы можем приступить к следующему ряду. Вначале давайте разберем этот ряд. Вот он. Вначале у нас идет дополнительно заполненная клетка, затем 13 пустых клеток, но их можно не считать. Заполненная клеточка. Снизу у нас как маяки 3 заполненных клетки. Относительно них мы уже провязываем другие заполненные клетки. Вот она сбоку заполненная клетка, 3 пустых клетки и 1 заполненная клетка. Далее снова 23 пустых клеточки. Их тоже можно не считать, просто зная, что сбоку у нас 1 дополнительная заполненная клетка. Вяжем 3 воздушные петли и еще 3 воздушные петли подъема. Так мы будем делать дополнительную заполненную клетку в новом ряду. Теперь накид. От крайнего столбика отсчитываем 2 воздушную петлю и провязываем в ней столбик с 1 накидом. Заводим крючок в следующую воздушную петлю, провязываем столбик с 1 накидом и вершинку столбика провязываем столбик с 1 накидом. Вот что у нас получилось. Теперь делаем 2 воздушные петли и провязываем пустую клеточку. 2 воздушные петли, пустая клеточка, 2 воздушные петли, пустая клеточка. Обратите внимание, что у нас сейчас узелок находится с правой стороны. Значит, мы вяжем изнаночную сторону у нашей салфетки. И поэтому вяжем в обратную сторону. Но у нас есть маячки, и поэтому мы можем просто провязать необходимое количество пустых клеток до маячков. И по краям провяжем по 1 заполненной клетке. Вот, я просто провязала, не пересчитывая пустые клетки. Теперь над пустой клеткой по краям от заполненных клеточек нам нужно провязать по 1 заполненной клетке. Накид. Над воздушной петелькой провязываем столбик с 1 накидом. Накид над воздушной петелькой и еще 1 столбик с накидом. И вершинку столбик с накидом. Теперь провязываем 3 пустых клетки, 2 воздушные петли, накид, отсчитываем 1, 2, 3, в третью петлю заводим крючок и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, накид, 1, 2, 3, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик с накидом. Пустые клетки мы провязали. Делаем заполненную клетку. Для этого накид под воздушной петелькой, провязываем столбик с накидом, накид под 2 воздушной петелькой, провязываем столбик с накидом,
вершинку также провязываем столбик с накидом. Все самое важное в этом ряду мы провязали. Далее вяжем оставшиеся 23 пустых клетки. Но, как я уже сказала, их можно не пересчитывать. Просто над каждой пустой клеточкой вяжем по одной пустой клетке. И над крайней, кстати, заполненной клеточки тоже нужно провязать одну пустую клетку. Пустая клетка – это 2 воздушные петли, столбик с накидом. Вот я провязала. Я думаю, тут ничего сложного нету, и вы справитесь. Над крайней заполненной клеткой мы также провязали пустую клетку. Теперь 2 накида на крючке. Заводим крючок в крайнюю петлю и провязываем столбик с 2 накидами. В одной петельке у нас сейчас 2 столбика. 2 накида на крючке, заводим крючок в нижнюю часть столбика с 2 накидами и провязываем столбик с 2 накидами. Так. Еще раз давайте провяжем. 2 накида на крючке и провязываем столбик с 2 накидами в нижнюю. Вот в нижней части у нас есть петелька, заводим в нее крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Все, ряд у нас готов. Можно поправить крайнюю клеточку, чтобы все выровнять. И приступаем к вязанию нового ряда. Вот мы с вами довязали ряд. Сейчас находимся мы в этой части схемы. Вяжем новый ряд. Сначала у нас сбоку идет дополнительная заполненная клетка. Затем просто пустые клетки. И мы довязываем до заполненной клетки в предыдущем ряду. Над ней вяжем также заполненную клетку. Рядом еще одну заполненную клетку. 2 пустых клеточки. 1 заполненную клетку. Затем много пустых клеток. Над заполненной клеткой тоже пустую клетку, а сбоку дополнительную заполненную клетку. 3 воздушные петли 1, 2, 3 провязываем в начале ряда и 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. Накид находим 1, 2, вторую воздушную петлю от столбика и провязываем вниз столбик с накидом. В следующей петельке тоже провязываем столбик с накидом и в вершинке столбика с накидом тоже столбик с накидом. Все, боковую заполненную клетку мы с вами провязали. Далее вяжем пустые клеточки. Поглядите. Провязываем пустые клетки до заполненной клеточки в нижнем ряду. Вот до этого места над каждой пустой клеточкой провязываем по одной пустой клеточке. Итак, приступаем. 2 воздушные петли 1, 2 и столбик с 1 накидом в крайний столбик. 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом. Вот что получается. Нужно довязать оставшиеся пустые клеточки до конца. И вот что у нас с вами должно получиться. Я провязала все пустые клетки, мне осталась только 1 пустая клеточка, 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом. И у нас теперь идет заполненная клетка. Тут все очень просто. В каждую петлю провязываем по 1 столбику с 1 накидом. Над заполненной клеткой мы провязали заполненную клетку. Далее над пустой клеткой предыдущего ряда провязываем также заполненную клетку. Под воздушной петелькой столбик с накидом. Под следующей воздушной петелькой провязываем столбик с накидом. И еще 1 столбик с накидом
вершинку столбика. Теперь над 2 пустыми клеточками провязываем 2 пустые клетки. Первую клетку я провязала, вяжем вторую пустую клетку, 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом. Затем над заполненной клеткой нам нужно провязать 1 заполненную клетку. В каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 1 столбику с 1 накидом. 1, 2, 3. Если вы где-то не успеваете, всегда можно нажать на паузу и вместе со мной продолжить. Теперь над каждой пустой клеткой предыдущего ряда и заполненной крайней клеточкой мы провязываем по 1 пустой клетке. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. 2 воздушные петельки и столбик с накидом. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. И так вяжем до конца. Провязываем все пустые клеточки. Ну и вот что у нас с вами должно получиться. Теперь провязываем 3 столбика с 2 накидами. 2 накида на крючке, заводим крючок в крайнюю петельку, провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида на крючке, заводим крючок за боковую нижнюю петельку и провязываем столбик с 2 накидами. Еще раз 2 накида на крючке, заводим крючок за боковую петлю и провязываем столбик с 2 накидами. Все, дополнительная клеточка у нас готова. Вот такая вот она красивая получилась. Ну а продолжим вязание мы уже в следующем видео. Не пропустите его. Пока-пока!